Стал я, получается, такой паркинг, маленький городишко, очень маленький. Тут население, наверное, тысячи 3-4. Мне 20 километров до загрузки. Вот этот паркинг такой маленький, там для легковых. Здесь заезд, а вот здесь вот типа для автобусов и грузовиков вот это вот место. Вот. Я вообще здесь один. Это большая редкость, когда на паркинге сам. Ну, то есть это такой паркинг спрятанный. Рядом магазин, супермаркет. Я сюда за продуктами хожу. А у меня получается на этой машине ограничение скорости 85 километров в час. И я все время ехал и думал, думал нарисовать, сзади пойти нарисовать, что типа ограничение 85, потому что я мешал движению. А сейчас иду с магазина, смотрю и вижу такую картину. Я не знаю, видите вы или не видите. Вот слово slow равно heavy. И снизу написано 85. Я не знаю, когда это взялось, кто это нарисовал. Но на самом деле очень прикольно. Оцените. Фермерский транспорт. Утро. Сейчас где-то часов 10 утра. Сделал паузу 45-ку. И сейчас буду ехать на загрузку в паркет. Жесть! Я камеру поставил. И прям в том месте, где стоит камера сзади с аквабоксом, рекой с прицепа вода льется. Прям рекой, реально рекой. Хорошо хоть в аквабоксе поставил. Не знаю, выживет, не выживет, посмотрим. Пойдем попробуем снова попасть в этот душ, дозвониться по этому номеру. Сижу немножко вареной. Короче, вот это две фуры приехали разгружать дубовый паркет в Швецию. На фабрику дубового паркета, который шведы дальше перепродают в Норвегию, туда, куда я вожу. Вот. Это получается дешевле, чем норвегам самим добывать древесину. То есть наши, чтобы вы понимали, 8 фур в неделю, пацаны сказали, заходит. 8 фур в неделю заходит, блядь, украинского дуба на продажу в Швецию. С логистикой это получается дешевле, чем шведы добывают сами. Что это за хуйня-то, а? Вот теперь и я не удержался, нарисовал 85. И смайлик получился такой вроде нормально обиженный. Когда руки из жопы растут, закрыл, а верхнюю часть не попал. И не посмотрел. Теперь надо перешнуровывать все. Ну, точнее, пришлось открыть все, отпустить трещотку. Сейчас надо будет поднять, закрыть, затянуть заново все. Короче, эта херня опять открылась. Какого-то хера. Закрыл опять эту падлу. Погода прекрасная, раз чудесная, солнышко светит, тучек мало, не холодно, не жарко, вообще мечта. Мой любимчик выгоняют с сервиса.
Нравится мне такой формат. Очень нравится. Сейчас ковш свой заберет. Смотрите, ковш оставил на улице, чтобы не пачкать ничего. Механизмы у них быстросъемные все. Раз, аккуратненько. Чик. Хлоп. Прикольно. Приехал я на разгрузку. Сейчас буду выгружаться. Стоит тут очередь наших машин. Вот, они уже все повыгружались по ходу, и я остался. Смотрите на задние колеса прицепа. А нет, у этого ось задняя не поворачивается. Поэтому он резину чуть ли не оставил. Прям здесь, на повороте. Ну, ты просто точно такой же только что заезжал. И у него реально очень клево заворачивается задняя ось. Ну, очень клево заворачивается. Выбрался я. Вон стоит моя в конце. Торчит эко. Конец прицепа. Вот стоит коллега. Вот, разгрузился. Вчера я собрал первое свое нарушение. Я выехал, есть такой туннель здесь, Дропак называется. Дропак. Евроспар. О, магазин. Я сюда попозже приду. Короче, этот туннель длится 7 километров, 7,5 километров почти. И там очень большой перепад по высоте, там ограничение 70 километров в час. И когда ты спускаешься, там 9 градусов спуск и 9 градусов подъем. Вот. Ну, кто ездил, тот знает. И когда, получается, спускаешься, очень большой перепад по высоте. Вниз летишь, очень сильно надо оттормаживаться. Но Миниман в этом плане красавчик. Тормозная система вообще идеально работает. Это комбинированная тормозная система. Горный тормоз плюс ретарда плюс тормозная система творит чудеса. Вот, 9-градусный спуск, я просто выставил 68, где-то на 74, на 73 он гасился, комбинированной системой, это просто ее держит вообще как с любым тоннажом. Но главное, чтобы дорога была сухая, сухая или мокрая, со средним тоннажом, и если большой тоннаж, то лучше, чтобы она вообще была сухая, мокрая тоже как бы стрёмно. И после того, как спускаешься на середину туннеля, проходишь где-то 4 километра, начинается подъем. И надо 4 километра ползти в гору. Ну и как бы 4 можете посчитать, 4 километра со скоростью где-то 40 километров в час. Мотор разрывается, но тащит. Но у меня тоннаж еще небольшой был. А когда тоннаж большой, я вообще не представляю, как... Точнее, представляю, я заходил на эту гору, кстати, на маленьком МАЗе. Я тащил здесь с одного очень интересного места, тащил гипсокартон. Ну, это об этом потом как-нибудь. Вышел, я поднялся, заехал на ближайший паркинг, который там возле туннеля, а там мест свободных нету. Поехал дальше, заскочил на парковку к заправке, а там тоже, там стоит, я начал парковаться, смотрю, а там знак стоит, типа нельзя, вот, ну и пошел себе, поехал дальше, заскочил на парковку к супермаркету, там уже стояла фура. Короче, приехал на вот этот 4-й паркинг сюда уже. Долетел почти до загрузки, на тот, который планировал изначально. Ну, опоздал 4:36. Получилось время вождения. Опоздал, нарушил на 6 минут. Вот, ну вот мое вчера первое нарушение. Ну, правда, не первое, второе. Первое у меня было на 1 минуту, я 15-часовой рабочий день превысил. Считаю это нарушением, и как бы оно таковым и есть. А вот это второе 6-минутное. Ну, понятно, что еще все впереди. Конечно, будет и больше.
без этого никак, никуда. Вот, но оно было. Ну, здесь что-то делают. Цех производства. Да тут и некуда идти гулять. Тут везде дома. И все. Ничего тут интересного нету. Сейчас пойдем обратно и пойдем в сторону центра. Тут пешеходные дорожки. Пойдем прогуляемся здесь. Речка. Хотя тут грязно тоже. Ну как грязно. Ну, плакат какой-то после зимы. Видать, где-то ветром сорвало. Пачки всякие. В городах грязно. Ну не так грязно, что прям. Вон речка такая. Зелененькая. Туннельчик. Это велосипедная дорожка. Насколько я понимаю, мы здесь. Разве? Ну хорошо. Поверим вам на слово. Но тут ничего такого нету. В принципе, и посмотреть. Гостиницы. Горы 15, 16. 15 раз. 16 далеко. Рыбалка. Рыбалка где-то здесь недалеко, но я не любитель. А вот просто посмотреть на место, на это я с удовольствием. Поле. Видели когда-нибудь поле посреди города? Дома и огороды. Это город, причем далеко не маленький. Дома, квартиры. А здесь вот амбарчик получается с техникой. Кстати, тут я узнал, что женщины очень хорошо с прицепами ездят. Как бы они говорили, что это неправда. Причем вчера у меня был забавный случай. Я заехал на загрузку паркетом, там где грузился. И приехала девочка такая, 1,50 м ростом, блондинка, со смартфоном, с огромным, на Вольве 500-й сосиски. И тот неловкий случай, когда у маленькой хрупкой девочки машинка больше, чем у тебя. В разы больше, чем у тебя. Смотрите, как люди на Мерседесах и на БМВ ездят со всеми на поездах на работу. Добрался я до такого места. Ну, туда, куда хотел добраться, я добрался. Вот. Вон лебедь плавает под кустом, видите, внизу. С маленькими уточками. Вот там внизу. Ну все, собственно. Идем обратно. Кстати, прислали работу. Вот такой вот мост идет. И к мосту пристроено. Получается, прямо идешь, выходишь на эту сторону. Если хочешь на другую сторону, идешь по железному спуску. Тут тоже можно выйти, видите, наверх. Направо лестница пошла. Вот такой переходик. И выход на другую сторону. Какой-то червячок нарисованный. Ну, вы поняли. Вот такая улочка в старинном городе. Вещи, магазины. Магазины, вещи, магазины. Везде одно и то же. Когда огневают чудесные корчи на улицах Норвегии. Все, стоит брошенный, никому не нужен. Мечта для большинства нашей молодежи. Стоит шлак. В принципе, почти относительно целый.
Посмотрел, я уже составил маршрут. 180 километров мне до загрузки. Загрузка в Швеции. Сейчас соберусь, да поеду туда. Стану там и буду стоять. Вот смотрите, какие деревья, как забор. Ель высокая такая во дворе. Какая была ситуация? Приехал я первую каденцию свою. Дали мне маленького МАЗа. Маленький МАЗ, машина клевая. Он 480 сил, все, механика как бы достаточно такой живой. Поехал сюда под Осло, разгрузился, и мне дали загрузку. Загрузку туда, в ту сторону, где я был сегодня, за дроппаком. И туда еще с Осло я выезжал, из-под Осло, с этой стороны Осло. Мне на загрузку надо было проехать 86 километров. И у меня оставалось час 40 ездового времени. Я решил, что я успею, не переживал. Выехал и поехал. Приехал я туда, у меня оставалось, по-моему, 2 или 3 минуты. Потом я приехал на загрузку на завод гипсокартона, а там завод, он расположен вдоль берега. Но я там простоял, сделал паузу в очереди. Выезжаю, а у меня ездового 3,5 часа времени. И я со своим логистом разговариваю. Она мне говорит: а ты успеешь? Сколько тебе до можешь ехать? До границы? Говорю, 180 километров. Она говорит: о, так это ты сегодня даже до границы не успеешь. Я думаю, а что я не успею? 180 километров, 2 часа с хвостиком ехать. У меня 3,5 часа ездового времени. Чё, думаю, глупости какие-то говорит. Вот, и я выезжаю оттуда. Еду по какому-то норвежскому частному сектору. Выезжаю вдоль берега. Ну там дорожка очень узенькая. Я проезжаю это все. И заезжаю в дроппак, груженный 20, по-моему, 26 тонн. А там нету, там просто есть ретарда, как бы, и все, и на этом все прелести жизни заканчиваются. Ну, я на ретарде и на тормозах спускался в дроппаке с 26 тоннами, а потом подымался. С 26 тоннами 50-45 километров в час полз, потому что там очень, ну там 9 градусов спуск и 9 градусов подъем. Представьте себе эту картину. Я приехал на границу 180 километров. Я даже не доехал до границы со Швецией. Я стал на подъезде, по-моему, где-то 5 или 10 километров мне оставалось. Я стал на паркинг и стал на ночь. Я реально весь мокрый приехал туда, потому что я такой тяжелой дороги себе в ночь не представлял, как бы даже. Мне невозможно было представить, что будет так тяжело. Ну, такая вот история. Ладно, 72 километра до места загрузки. Сейчас еще буду искать паркинг. Видите, уже даже Наташка в ночной режим переходит. Говорит, все, пора выключаться.